доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Рада приветствовать всех новичков своего канала. Добро пожаловать! Здесь уже много видео, впереди еще будет больше видео, поэтому оставайтесь, смотрите, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь обязательно и нажимайте на колокольчик, чтобы у вас приходило уведомление, когда будет новое видео. А своим подписчикам, своим постоянным зрителям хочу сказать большое ваше спасибо за ваши отзывы, за ваши предложения, за вашу фантазию. Вы большие молодцы и большая поддержка. Итак, я к вам опять с ниточками Yarn Art Baby. Это стопроцентный акрил. Так, новички, если не знаете, вот, смотрим. Стопроцентный акрил, 50 грамм, 150 метров. Так, есть моточки и побольше. 100 грамм, 300 метров. Это то же самое. Сегодня у нас будут две такие расцветочки. Вы знаете, что вы можете вязать узоры, которые я предлагаю одним цветом, двумя цветами, тремя, четырьмя и так далее. Вы можете брать отдельные цвета для того, чтобы ниточки, чтобы сделать изделие, а можете просто использовать все свои остаточки, и будут вот такие шикарные, классные, интересные у вас узоры. Причем в единственном экземпляре, поэтому будут только ваше, так скажем, видение ваших цветов. Правильно? Итак, свяжем. Сегодня у нас узорчик будет, как всегда, образец в пределах 30 петелек. Если вы смотрите видео, знаете, да, что я набираю там плюс-минус. Так вот, сегодня будет у нас 33 воздушные петельки. Наш образец будем набирать. Раппорт состоит из 10 петелек. И чтобы красиво закончился, мы добавим еще 3 петельки. Итак, все как всегда. Первую мы зафиксировали петельку. Мы ее не считаем, когда будем набирать наши воздушные петельки. Просто это вот такая вот петелька фиксации. Итак, 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Есть. Вот он наш образец. Что мы делаем дальше? Дальше этой же ниточкой 3 петли подъема. Раз, два, три. Считаем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. И в нее провязываем столбик с накидом. Накид, ввели крючок, вытянули ниточку, провязали с 2 петельки. 2 и 2. Все. У нас уже 2 столбика. Нам необходимо провязать еще один столбик. Следующую петельку. Есть. И теперь будьте внимательны, потому что мы будем с вами делать сразу же узор, начиная с нашей вот этой вот цепочечки. Так. Накид. Пропускайте в цепочке 3 петли. Раз, два, три. В четвертую вводим крючок, вытягиваем ниточку. Так вот подтянули ее и не провязываем. Раз. Точно так же делаем еще раз. Два. Точно так же делаем третий раз. 3. А вот теперь все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Такая бубочка. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Накид. И сюда же опять провязываем такую же бубочку. Итак, еще раз. Протянули, не провязываем. Накид. Второй раз. Накид. Третий раз. Теперь все вместе провязали, зафиксировали. Машу 2 бубочки. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Точно сюда же еще раз делаем бубочку еще одну. Накид. Протянули ниточку. Стоп, не провязываем. Второй раз также сделали. Стоп, не провязываем. И третий раз также сделали. Стоп. А теперь все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Что делаем дальше? Будьте здесь вот внимательны. Не пропустите цепочку. Пропускаем 3 петельки. Раз, два, три. И в четвертую вяжем столбик с накидом. Есть. И еще рядышком сделали 2 столбика с накидом. Раз и 2. Угу. Такая вот будет красота. Что делаем дальше? Точно так же накид. Пропускаем 3 петельки цепочки. Раз, два, три. В четвертую вяжем такие наши 3 бубочки. Накид. Раз, протянули ниточку. Накид. 2. Накид. 3. Теперь все вместе
провязали, зафиксировали. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Сюда же ввели крючок, вытянули ниточку. 1, накид. 2, накид. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И последняя, третья бубочка сюда же. 3 воздушные петельки, накид и сюда же. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали. Сейчас схвачу. Все вместе провязали и зафиксировали. Все точно так же пропускаем 3 петельки после бубочки внимательно. 1, 2, 3. И в четвертую вяжем столбик с накидом, ну еще также 2 столбика с накидом. И вот таким вот образом до конца ряда. Угу. Давайте до конца ряда, а там я вас встречу, покажу, что будем делать дальше. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы первый ряд провязали. Вот что у нас получается. Провязываю, видите, не до конца, потому что я хочу здесь добавить новый цвет, новую ниточку. Вы можете продолжать тем же самым цветом. Можете точно так же вводить новую ниточку. Новички, кто еще не знает, смотрите. Последний столбик, да, а именно последние 2 петельки столбика мы не провязываем, а провязываем новой ниточкой, новым цветом. Есть. И сразу же 3 петли подъема по узору. 1, 2, 3. Подтянули вот эту нежную сиреневенькую, подтянули желтенькую. Поворот. Теперь будьте внимательны, что мы будем делать. Мы будем делать накид и провязывать рельефный изнаночный столбик с накидом. То есть мы вводим крючок таким образом, захватываем наш столбик, что столбик у нас сзади, а крючок спереди. Захватили ниточку, вытянули. Все. Дальше провязываем, как обычный столбик, по 2 петельки. 1, 2. Еще раз. Накид. Там, где у нас столбик, мы захватываем вот так вот. Оп. И у нас находится наш столбик сзади крючка. Захватили ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки. Красота. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в средний вот эту нашу бубочку, да, в среднюю вводим крючок и делаем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и переходим опять на наши столбики. То есть эти крайние бубочки мы пропускаем. И точно так же провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. 1, 1. Еще раз. Захватили крючком столбик так, чтобы столбик у нас был сзади крючка. Вытащили ниточку. 2 петельки, 2 петельки. Еще раз. Вот таким образом. Вытащили ниточку. 2 петельки, 2 петельки. Смотрите, что получается. Я сейчас переверну вязание, покажу вам. Вот. Видите? У нас как бы вот эти столбики, они как бы врастают, да, и являются продолжением. А с изнаночной стороны это выглядит как вот такие вот горизонтальные полоски. Понятно? Вот. Итак, давайте еще раз. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Доходим до средней бубочки. За верхушку берем нашу бубочку. Так. И провязываем, как обычный столбик без накида. Есть. Опять 1, 2, 3. И уходим на наши столбики. Рельефные изнаночные столбики с накидом. И до конца. Справитесь? Я думаю, вы уже справитесь. Давайте. Встретимся в конце ряда. Итак, смотрите. Вот довязали практически до конца. Так. И вот получается наш последний вот столбик, да? Где вот 3 петельки подъема. Мы провязываем просто в 3 петельки подъема, чтобы у нас был краешек ровненький, как и начало. Все, провязали. Что делаем дальше? 3 опять петли подъема. Поворот, и там, где столбики, провязываем обычными столбиками. То есть вот у нас 3 столбика, мы их провязали обычными столбиками. Это такие, скажем, будут столбики между нашими вот этими бубочками. Что делаем дальше? Дальше мы делаем точно такие же бубочки, как в сиреневом ряду. Накид. И вот, видите, помните, мы столбик делали между 3 воздушными петельками. 3 петельки, 3 петельки, а между ними столбик. Вот мы в этот столбик и идем. Вытянули. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 1, 2, 3 воздушные петельки. Накид.
Раз. Накид. 2. Накид. 3. Еще одну провязали бубочку. Все вместе зафиксировали. Раз, два, три воздушные петельки. Видите, повторяем, да? Накид. И сюда же. Раз. Вытянули. Накид. 2. Накид. 3. Все вместе провязали, зафиксировали и побежали к нашим 3 столбикам. Эти столбики мы здесь вяжем обычно. Раз, 2 и 3. Понятно? Все, но не сложно, согласитесь. У нас получается, вначале будут столбики все, да? Потом бубочки будут, потом опять столбики, бубочки, столбики, бубочки, столбики. Понятно? Давайте дойдем до конца ряда. Еще раз переключимся на новый цвет, покажу вам. Угу. Давайте. Красота. Итак, смотрите, довязали практически до конца. Уже красиво, согласитесь. И вот в этот последний столбик, да, последние 2 петельки столбика, мы будем вводить новый цвет. Ну как мы будем? Я предлагаю ввести, вы можете продолжать, как вы желаете, потому что вы дизайнер, и вам никто не может указать, верно же? Вот. Вы художник, вы мастер, вы так видите. Итак, 3 воздушные петельки. По узору у нас идут дальше. Подтянули желтенькую ниточку. Так, фиолетовую сильно не тяните, чтобы край не зажулькать, чтобы он был ровненький и красивенький. Поворот. И теперь повторяем точно так же рельефные изнаночные столбики. То есть мы захватываем вот так вот наш столбик, и он у нас находится сзади. Так, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Опять накид. Еще раз. Захватили вот так вот столбик, что у нас столбик сзади, крючок спереди. Вытянули ниточку и протянули 2, 2. Красота. 3 воздушные петельки. И перескакиваем через нашу первую бубочку ко второй. Верхушку второй бубочки захватываем и делаем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки и пропускаем 3-ю бубочку и переходим к нашим столбикам. Рельефный изнаночный столбик с накидом. 2, 2. Так, опять захватили, вытянули ниточку. 2, 2. Ну, красота, скажите. Итак, вы продолжаете вот так вот до конца ряда. Так, давайте вырастим наш узор. Посмотрим, что получается. Итак, значит, сейчас вы заканчиваете рельефные изнаночные столбики. Потом у вас идут бубочки этим же цветом. Потом новый цвет вводите, да? Опять рельефные изнаночные, бубочки. Рельефные изнаночные, бубочки. И вот такая вот у нас зебра с вами вырастет. И мы с вами посмотрим, что получается. Измерим и пощупаем, назовем. Угу. Все как всегда. Давайте встретимся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите. Провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается красота. Такая вот нежнятина. Такие вот классные столбики, да? Мне так нравится. Они так выпуклые выступают. Изнаночка. Вот она какая тоже изнаночка. Все аккуратненько. Так, смотрите. Супер. Я надеюсь, вы попробуете данный узорчик, он вам понравится. Куда можно его? Кофточки-кардиганчики. Скажите, да? А смотрите, ниточка потоньше. Это будет классный палантинчик. Угу. Шарфики-снудики. Веселенькие детские кофточки. Серьезные жакеты для взрослых дам. Прикольно, да? Итак, давайте посчитаем. Мы набирали 33 воздушные петельки. Если это же плотность вязания, если это же крючок, это же пряжа, ну, допустим, да? Ну, вот 15,5. Так? А здесь, получается, в высоту у нас 2 ряда, 1 цвет, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Верно же? Верно. И получается 14. Давайте по самой выступающей части. Сколько это будет? 13. Смотрите. И здесь вот получается по маленькой части, ну, практически 12, да? Класс? Скажите класс. Опять, если вы меня спросите, Оля, а как же выровнять, да? Смотрите, вот вы, например, довязали до верха, что это будет, пледик там, либо, может быть, там плечевые швы и так далее. То есть по верхушке вы идете столбиками без накида обычными, а там, где у вас столбики с накидом, столбики с накидом. То есть там, где вот эти бубочки провязали столбиками без накида, выровняли столбики с накидом. Класс? Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно оставляйте свои комментарии, лайкайте, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.